Всем привет! С вами команда Актив. Сегодня мы поговорим о такой метрике, как изменение цены биткоина за последние 7 дней. Эта метрика отражает процентные изменения стоимости биткоина за неделю и предоставляет информацию о краткосрочных колебаниях цен, что может сигнализировать о текущих тенденциях на рынке. Этот анализ поможет вам понять, когда лучше всего закрыть сделку. Кроме того, благодаря этому анализу вы сможете определить оптимальный размер стоп-лосса для минимизации потенциальных потерь. Все, что вам нужно знать про анализ биткоина, анализ рынка, установку стоп-лосса и тейк-профита для ваших торговых операций, вы узнаете из этого видео. Изменение цены за 7 дней представляет собой процентное изменение в цене биткоина за последнюю неделю по сравнению с его ценой 7 дней назад. Этот показатель дает представление о краткосрочной динамике цены и может указывать на общее направление рыночных настроений. В первую очередь, эта метрика поможет вам оценить силу тренда и дать дополнительный инсайт, когда стоит закрывать сделку. Если мы посмотрим на левую часть графика, период медвежьего рынка, и на правую его часть, период бычьего рынка, то увидим, что максимальное изменение цены было равно 35%. Это значит, что в течение одной недели цена биткоина могла увеличиться или уменьшиться на 35%, что является максимальным показателем волатильности за 1,5 года. Исходя из этих данных, мы можем оценить потенциал роста или падения цены в разных циклах. Основываясь на представленном анализе и данных за последние 1,5 года, мы можем установить минимальный тейк-профит, исходя из среднего роста цены, который был зафиксирован на уровне 6,5%. Это значение следует рассматривать как консервативный подход к фиксации прибыли, подходящий для инвесторов, стремящихся минимизировать риски и зафиксировать доход при первых признаках рыночного движения. Далее мы можем определить следующую стратегию выставления тейк-профитов для биткоина. Максимальный тейк-профит – 20% для оптимистичного сценария, когда рынок демонстрирует сильный восходящий тренд и инвестор хочет максимизировать свою потенциальную прибыль. Средний тейк-профит – 12% для сбалансированного подхода, когда рынок показывает устойчивый рост, но инвестор предпочитает оставаться осторожным и фиксирует прибыль, не дожидаясь максимальных пиков. Минимальный тейк-профит – 6,5% для консервативного подхода, когда инвестор стремится минимизировать риски и фиксировать прибыль при первых признаках роста, учитывая среднюю границу прошлых движений цены. Эти уровни тейк-профита не являются строгими правилами, а скорее ориентирами, основанными на прошлой динамике цены биткоина за последние 1,5 года. Инвесторы и трейдеры должны также учитывать текущие рыночные условия, новости, анализ других метрик и свою личную стратегию управления рисками при принятии решения о входе или выходе из позиций. Определение величины стоп-лосса. Используя метрику изменения цены за 7 дней, инвесторы могут рассчитать, насколько велик риск потери и на основе этого определить величину стоп-лосса. Это важно для защиты сделки от неожиданных рыночных колебаний. В зависимости от личной стратегии риск-менеджмента и анализа исторических данных, инвесторы могут адаптировать эту метрику под свои нужды. Например, если максимальное изменение цены за последние 1,5 года составило 35%, стоп-лосс может быть установлен на уровне, немного превышающем этот показатель, чтобы предоставить некоторый буфер для волатильности. Однако для более консервативных инвесторов, которые предпочитают минимизировать риски, стоп-лосс может быть установлен ближе к среднему изменению цены, на уровне чуть более 4%. Это позволит снизить потенциальные потери при неожиданных рыночных сдвигах, сохраняя при этом возможность для прибыли. Таким образом, выбор величины стоп-лосса должен базироваться на вашем уровне комфорта к рискам, исторической волатильности актива и общей стратегии управления инвестициями. Важно помнить, что установление слишком тесных стоп-лоссов может привести к преждевременному закрытию позиций из-за нормальной рыночной волатильности, в то время как слишком широкие стоп-лоссы могут увеличить потенциальные потери. Мы еще неоднократно будем возвращаться к аналогичным метрикам, так как они являются важными индикаторами состояния рынка первой криптовалюты. Не забывайте подписываться на наши YouTube и Telegram каналы, и для желающих попробовать нашу аналитическую платформу ссылка на регистрацию под этим видео. Увидимся в следующем видео.